Привет! История такая. Посреди нашего путешествия по Мексике мы решили сорваться в небольшую экспедицию в эту совершенно новую для себя страну. И она стала одним из самых больших открытий во всей моей жизни. И раз уж я зашел с такой пафосной заявки, то и анонс, давайте, будет соответствующим. Здесь мы познаем все 4 стихии. Чистейший горный воздух, дары плодородной земли, бескрайние водные просторы. Короче, Гватемала — это просто огонь. Окей, пафос в сторону и начнем с видео справочной. Гватемала — это небольшая и довольно бедная страна на юг от Мексики, которая знаменита своей майянской историей, причем некоторые из традиций они чтят до сих пор. Неправдоподобно зеленой и богатой природой, название страны, кстати, дословно переводится как «место, в котором растет много деревьев». Также миру довольно известен гватемальский кофе. Говорят, что его растворимый вариант придумали именно здесь. Ну и, конечно же, вулканы. Их в стране больше 30, причем 3 из них очень даже активны. Обо всем этом мы более подробно поговорим чуть дальше в видео, а пока что мы подлетаем к столице, Гватемала-Сити. Это самый большой город Центральной Америки с населением почти в 4 миллиона человек, большинство из которых живет в неблагополучных фавелообразных условиях. И в целом город считается не очень безопасным для иностранцев, поэтому мы сразу по прилету двинем в места поспокойнее. Интересно, что в Гватемале обменки и пункты продажи симок начинаются раньше паспортного контроля. Я такого еще нигде не видел. Это логично, потому что связь и наличка — это 2 столпа, на которых держится путешествие по стране. Терминалы и Wi-Fi ждут далеко не везде. По дороге от аэропорта город создает впечатление просто обычного неухоженного и перегруженного мегаполиса. Какого-то особого колорита не наблюдается. Но это до тех пор, пока не увидишь их. Огромные пестрые автобусы, которые без какого-либо расписания развозят пассажиров по всем уголкам страны, это одна из фишек Гватемалы. На туристическом сленге их прозвали чикенбасы, потому что местные фермеры часто возят на них свою домашнюю птицу на рынок. Когда-то эти автобусы развозили школьников по просторам США, но после определенного износа, установленного строгими американскими законами, их списали. Но вместо заслуженной пенсии они обретают вторую жизнь в Центральной Америке. Местные экзибиты ремонтируют и прокачивают эти тачки максимально вырвиглазным образом. И на выходе получается как-то так. За все это путешествие я ни разу не увидел 2 одинаковых чикенбасов на улицах. Смотрится это дело максимально эффектно, и трудно поверить, что это обыденный общественный транспорт, а не какая-то декорация для фестиваля. Просто посмотрите на все эти детальки. Вот это я понимаю, привезти себе биточек с Америки. Проезд на чикенбасах стоит сущие копейки, но мы все же предпочли доехать чуть быстрее и комфортнее на Uber. Что, кстати, вышло тоже очень дешево. За 16 баксов проехали 40 километров по горным дорогам в город Антигуа. Мне нравятся цены на транспорт в этой стране. Ценами Гватемала удивила не только на такси, но и на проживание далеко не в самом тухлом месте. Мы за очень-очень небольшие деньги сняли себе номер в самом что ни на есть историческом центре Антигуа. Центрее не придумаешь. Тут есть прямо на территории отеля такая вот старая колониальная стена и табличка, на которой разные даты, когда что было построено, когда что реставрировалось. В общем, это все было довольно давно. А сами номера скрываются вот в таком вот зеленом саду за стеклянными дверьми прямо на 1-м этаже. В общем, уют на максималках. Наш номер за 45 баксов — это не просто отельная комнатка, а целая студия, выполнена в типично гватемальском стиле. И да, завтраки тоже включены. В общем, фантастика. Так, ну на такси и жилье цены обсудили, теперь для полноты картины поговорим немного об авиабилетах.
мы прилетели в Гватемала-Сити местными мексиканскими авиалиниями. И этот перелет я нашел на сервисе выгодных путешествий Trip My Dream. И мы с ними решили не делать стандартную интеграцию обо всех преимуществах и удобствах этого сервиса, а их достаточно много, а буду рассказывать вам о том, как устроены агрегаторы и авиаиндустрия в целом. И начнем мы с того, что обсудим, чем отличается поиск у авиакомпаний напрямую, у онлайн-тревел-агентств и у агрегаторов, таких как Trip My Dream. Начнем с того, что есть глобальная система, в которую авиакомпании вносят свои тарифы, расписание и учет всех бронирований, которые делаются напрямую. Еще купить билет можно у онлайн-продавцов или, более правильный термин, онлайн-тревел-агентств. Они имеют доступ к тарифам авиакомпаний, причем в зависимости от разных договоренностей могут получать цену даже дешевле, чем у самой авиакомпании. Они могут зарабатывать на комиссии с каждого проданного билета или на дополнительных услугах агентства. А есть агрегаторы или метапоисковики, как вот, например, Trip My Dream, которые не имеют доступа к самим резервациям, но получают цены напрямую от множества агентств и авиакомпаний, в зависимости от того, какое направление ищет пользователь. Метапоисковик не добавляет никакой комиссии за билет, свою прибыль они получают не с пассажиров, а с авиакомпаний и онлайн-продавцов, которые заинтересованы в том, чтобы их предложение увидело как можно больше людей. Поэтому они отправляют свои самые выгодные цены, чтобы как можно выше оказаться в результатах поиска на Trip My Dream. Ссылка на их сайт и мобильное приложение, кстати, в описании к этому видео. Ну а теперь пойдем посмотрим, что же это за Антигуа такая. Антигуа – это прекрасный колониальный город, который находится в высокогорье всего в 40 километрах от аэропорта. Дословно его название значит «Старая Гватемала», потому что этот город был столицей до Гватемала-Сити. История того, почему столица вдруг стала бывшей, довольно грустная, но ироничная. Значит, город построили в 16 веке в этой долине, посчитав, что она достаточно безопасна от всяких извержений и землетрясений. Но уже в 18 веке очередным землетрясением город почти начисто снесло. Власти от таких событий почесали репу и решили перенести столицу туда, где сейчас находится Гватемала-Сити. Ну а это место потихонечку реставрировали, и оно дожило до нас примерно в том виде, в котором осталось с 18 века. Восстанавливали город очень бережно, стараясь сохранить узнаваемый стиль застройки в клеточку, который присущий многим испанским и колониальным городам. Некоторые разрушенные здания оставили для памяти, как, например, вот Старый собор. Ну и, само собой, достроили новых и красивых. То есть, по сути, весь город – это такой музей колониальной архитектуры. И, конечно же, он внесен в список наследия ЮНЕСКО. И главное, юнесковская памятка находится в самом сердце города, прямо на выходе из нашего отеля. Арка Санта-Каталина когда-то служила мостом между школой и храмом, но ни школы, ни храма не осталось. А вот арка уцелела. Сверху на нее при реконструкции нахлобучили еще вот такую вот башню с часами, и вуаля, вот вам главное фотообои страны. Арка на фоне вулкана Агуа. Это настолько каноничный для Гватемалы вид, что его можно встретить на открытках или вот, например, на картине у себя в номере. По моим ощущениям, Антигуа очень уютное место, чтобы заехать сюда на полдня и просто пошариться по улицам. Город состоит из низких цветастых зданий, внутри которых стильно прячутся магазины, разные отели, барчики и, само собой, жилье почти 50 тысяч населения. Они в основном заняты либо фермерским хозяйством, либо, конечно же, туристическим бизнесом. Все, что вы видите в этом городе, отлично характеризует светлую сторону Гватемалы. Все очень ярко и зелено. Все сувениры, которые вы найдете в лавках, разноцветны, насколько это возможно. Майянские женщины носят очень броскую одежду. И, конечно же, не забываем про те самые автобусы. Ну что ж, и для полноты картины осталось выяснить, настолько ли она яркая на вкус. И нет, я сейчас не очищенных манго с рынка по $1 за букетик. Они, кстати, классные. Гватемала известна своим кофе. Они одни из самых крупных его поставщиков вообще во всем мире и самый крупный в США, потому что именно гватемальский кофе использует Starbucks. И считается, что самый лучший сорт в Гватемале выращивается именно вот на вулканах, которые окружают город Антигуа. И мы чисто случайно, прогуливаясь по городу, нашли маленький магазинчик, в котором этот самый кофе готовят и продают. Это заведение не похоже на типичную хипстерскую кофейню у вас на районе. Тут вместо стандартных позиций со всякими флэт-вайтами и рафами гряда контейнеров с достижениями гватемальского хозяйства. Разные сорта кофе, чая и всевозможные специи.
Милая бариста Гвенди рассказала нам, что просто готовить кофе – это слишком мейнстримно, и они тут с ним извращаются по-всякому. И в подтверждение своих слов она заварила нам, наверное, самый мощный кроссовер – чай из кофейных ягод. На вкус это дело как обычный ягодный чай, только немного слаще и с легкими нотками шоколада где-то вдалеке. Чайничек залетел на ура, и мы переключились на спешиалитет этой кофейни. Это, конечно же, кофеек. Гвенди заварила в прессе какую-то ядреную фирменную смесь из вулканического кофе и разных специй. Пахнет как глинтвейн, который смешали с кофе. Не скажу, что это плохо, но необычно. Блин, на вкус вообще классно. На вкус прям чувствуется отдельно кофе, и к нему все остальные ароматы прибавляются. Реально прям. За эту дегустацию мы оставили по $4 и единогласно добавили это заведение в список на посещение в Антигуа. Вот такая она старая столица Гватемалы. Довольно яркая, уютная и на вкус тоже ничего. И неудивительно, что все основные туристические потоки идут не в Гватемала-Сити, а сюда. В 9 вечера все заведения официально закрываются, но продолжают работать втихаря за закрытыми дверями. Классическая схема. Но мы не будем врываться ни в какой движ, потому что завтра очень рано вставать, ведь будет событие, ради которого мы, собственно, и ехали в Гватемалу. Перепаковываю вещи на 1,5 дня в другой рюкзак, потому что мой рюкзак как бы больше фоторюкзак, чем для походов. А там, куда мы идем, может быть немножечко пыльно. Часок езды от Антигуа, гватемальский завтрак прямо в машине и утренний кофеек с видом на плантации, и можно двигать в путь. Наша тропа стартует через живописные плантации маиса и кофе. И многие, наверное, уже догадались, что мы тащим свои туловища на вулканы. Тот, на который мы поднимаемся, Акатенага, давно спит, а вот второй с ним по соседству очень даже бодрствует. Видите, у него даже на логотипе небольшое лавовое воспаление. Трекинговая тропа давно проложена и на входе заставят заполнить всякие ковидные анкеты. Не думал, что эти все бумажки настигнут меня по дороге на вулкан. Тропа не бесплатная, за доступ нужно будет отсыпать немного монет, и занимает в среднем около 5 часов с 1,5 километрами набора высоты. Честно говоря, этот подъем через джунгли дается чуть сложнее, чем я рассчитывал. Но у меня есть целый букет отмазок. Во-первых, в апреле я переболел всем известной болячкой, от которой легкие немножечко еще не восстановились. Во-вторых, вчера натуральный гватемальский кофе на пустой желудок немножечко сыграл злую шутку с моим кишечником. И я до сих пор это немножечко в себе ощущаю. Такое чувство, что наверху будет 2 активных вулкана. Но в-третьих, я обмазан всей съемочной техникой, чтобы показать это все вам. Да, именно вам. Подъем еще чуть осложняется тем, что у меня с собой 4 литра воды. Это необходимый минимум, потому что наверху ее совсем нет. Пока мы уселись на привал, быстро представлю вам состав нашей экспедиции. Наш гид Гонсало в свои 20 лет сделал в районе 100 подъемов на этот вулкан, и для него это уже обычный поход в офис. Еще один участник нашей группы, Ник из США, путешествовал по Центральной Америке несколько месяцев и в качестве завершающего штриха решил сходить на вулкан. Ну а Борю вы, возможно, помните по другим нашим совместным путешествиям. Например, прямо перед Гватемалой мы вместе катались по полуострову Юкатан. Проходим зону хвойного леса, и тут уже ощутимо прохладнее. Вот тучка опустилась. Надеюсь, на самом верху будет не сплошной туман. Так, хорошие новости. Мы наконец-то добрели до базового лагеря на высоте почти 3600 метров. Плохие новости. Видимости пока что все еще нет.
Но я тешу себя надеждой, что это горы, и тут погода меняется каждый час. И мы свои красоты еще увидим, опять же. Но это не точно. На ланч нам выдали вот такие вот гигантские гватемальские бутерброды с бобами, яйцами и гвакамоле. На них сбежались все местные вулканические собаки. Ну ладно, на. Будешь такое есть? Да. Пожелаем Сабане приятного аппетита и добро пожаловать на экспресс-рум-тур нашего жилья. Номера теплые и вроде как не протекают от дождя, и внутри все очень просто. Несколько спальников общего пользования, которые вроде бы как дезинфицируют, но я бы без одежды в них залезать не стал. Отвечая на главный вопрос, кабинет есть, но вот связи для того, чтобы посмотреть там ютубчик, нет ни в каком виде, поэтому придется общаться с живыми людьми. Мой вердикт: этому хостелу я ставлю 8 из 10. Вполне подойдет для того, чтобы сбросить вещи и немного почилить в ожидании, пока разойдутся тучки. Лежал себе, чилил, никого не трогал, а эта гадина бабахнула так, что затряслось все внутри палатки. Фу. Дым уже ушел, и это, наверное, не самое сильное, что нас сегодня ждет. Просто бомба. Ну что ж, давайте знакомиться. Это стратовулкан Фуэго, что в переводе с испанского значит огонь. Название в принципе говорящее, потому что он много-много лет регулярно попыхивает воздух струями пепла и лавы. И даже по его склонам видно, что она там была совсем недавно. А если глянуть на спутниковую проекцию вулканов Фуэго и Катенанга, на котором мы находимся, то станет понятно, какой из них еще не потух. Эта парочка смотрится настолько контрастно, что с ними можно снимать. Один свой вулкан я брил обычной пеной для бритья, а второй гелем «Лавовая фантазия». Короче говоря, это один из самых активных вулканов, которые сейчас есть на нашей планете. И когда тучки окончательно разъехались, стало понятно, что кроме нас тут имеются любители позырить на его активность. Весь склон Катенанга усеян палатками, тентами и даже небольшими домиками. В них постояльцы из самых разных уголков нашей небольшой планетки. Where are you from? Los Angeles. Ukraine. Yeah. Italy. Italy? Yeah. Wow. Каждый этаж этого общежития принадлежит определенной компании гидов. Они несут ответственность за безопасность группы и, конечно же, чистоту территории, с чем некоторые не всегда справляются на 100%. Блин, какая мусорка-то, а? Ай-яй-яй. Программа в этом санатории у всех плюс-минус одинаковая. Чилить в ожидании извержения побольше. И зрелище стоит каждого часа, проведенного на этих пыльных склонах, потому что оно действительно челюсти отвисательное и местами немного страшное. О-ху! Да, детка. Да ты шо? Надеюсь, таймлапс. Класс. Огонь. Потекло, да? По штанам. От счастья. Блин. Но это все всего лишь небольшие, пуки. Этот вулкан может извергаться с гораздо более серьезными последствиями. И он это сделал последний раз всего лишь 3 года назад. В июне 2018 года Фуэго обрушил на окрестности самую настоящую катастрофу. Это было извержение, которое длилось 16 часов подряд и засыпало пеплом и камнями ближайшие деревни. Поток лавы был длиной в 8 километров, и пепел дошел аж до самой Гватемала-Сити. Такие взрывы отличаются от регулярных извержений на тех же Гавайях, потому что там жидкая лава идет относительно медленно, и у людей есть шанс эвакуироваться. Здесь же все происходит очень быстро и смертельно. Погибло несколько сотен человек, и тысячи лишились дома. Это было извержение так называемого стромболианского типа, в котором лава и пепел небольшими, а иногда очень большими взрывами регулярно выходят наружу. И это еще не самый опасный вид извержений, которые бывают. В пленианских извержениях к лаве и пеплу добавляется еще и вулканический газ. Такие взрывы происходят значительно реже, но выходят намного мощнее и непредсказуемее. Легендарное извержение вулкана Везувий почти 2000 лет назад было именно такого типа и стерло с лица земли город Помпеи.
Но Фуэго и по сей день напоминает, что активные вулканы — это реальная опасность, а не просто завораживающее природное явление. У нас был план прогуляться прямо к самому вулкану на самое безопасное расстояние, для того, чтобы почувствовать дрожь земли, так сказать, в прямом эфире. Но погода такая переменчивая, что его снова затянуло, и мы решили, ну его нафиг рисковать, потому что это все-таки горы. В ожидании очередного просвета и вечернего шоу от вулкана в лагере не особо много занятий. Во-первых, поддерживать жизненные функции костра, потому что по темноте температура упадет почти до нуля. Во-вторых, любоваться вечерними огнями городов у подножия вулкана. Но в-третьих, угостить иностранцев украинским борщицом. Его я затащил сюда в сублимированном виде в пакетах от Йидла. Oh man, really good. Really good. Did you try anything similar? I don't like it's unique. Yeah. It's like a minestrone of my grandmother. It's really good. Было бы отлично, если бы Йидло продавала борщ вместе с маленьким пакетиком, там где сало. Черный хлебушек. И чесночок покрашенный. Да. That's good soap. Но проблемочка в том, что в США и Гватемале Йидла не купишь, а в Украине вполне купишь. На второе Гонсало по-быстрому навалил нам макарошек с хлебом, как раз для тех, кто переживает о потраченных за подъем калориях, и мы вполне готовы к десерту, стромболянскому извержению в темное время суток. Да за что? Ё-моё! Это как все возможные виды праздничных салютов, только от матушки природы. Ху! Вау! Ого! Это, наверное, одно из самых больших. Извержения происходили примерно раз в час, и от каждого начисто перехватывало дыхание. И это, кстати, не единственное, на что можно залипнуть с этой высоты. А вот зацените, какой вид с другой стороны нашего лагеря. Значит, светящийся город, который накрывает облаком, лава от еще одного вулкана, и на заднем плане еще гром и молния. Вот, смотрите справа. Просто нереально. Лава, кстати, от еще одного активного вулкана в этой местности под названием Пакая. Он не выдает гигантские салюты, как Фуэго, но от него постоянно текут равномерные реки лавы. И вот так нереально это выглядит глазами гоночного дрона. Этими волшебными кадрами со мной поделились местные кинематографисты из Chapin Films. Ссылку на полный пролет я оставил в описании, это прям очень красиво. Но при всем своем великолепии все же вулкан Пакая не вызывает такого азарта в охоте за контентом, как Фуэго. Я, например, проснулся в 3 часа ночи, чтобы попробовать застать извержение на фоне чистого неба. И что-то я вроде даже застал. Спустя 1,5 часа подъема по вулканическому пеплу мы наконец-то зашли на Катенагу. Не скажу, что это было просто, но, наверное, все-таки того стоило. Вот сзади меня кратер этого вулкана, который давным-давно потух. А вот, конечно же, рассвет. Даже если Фуэго ночью не порадовал своим недержанием лавы, то рассвет на кратере вулкана Катенанга это все компенсирует.
Мы на третьей по высоте точке Гватемалы, и вид на многие километры вокруг заслуживает самых пафосных эпитетов. Ну, например, величие. На вид кажется, что гватемальские стратовулканы чуть более изолированы друг от друга, чем более привычные горные массивы, поэтому ощущение того, что ты на вершине мира, очень сильно обостряется. А еще отсюда хорошо видна та самая безопасная точка на вулкане Фуэго, на которую мы не попали из-за погоды. Остается только глядеть на нее и облизываться. Солнце начинает понемногу припекать и ненавязчиво намекать, что пора бы двигать обратно в лагерь. И спуск по вулканической пыли мне понравился чуть больше, чем подъем. Почти как на сноуборде. Да, приключение было довольно пыльное, но нереально крутое. Это, наверное, лучшее, что можно получить в Гватемале всего за 1,5 дня. Но самое интересное, что все это обошлось всего в $80. Это с учетом гида, ночевки и 3-разового питания. И это очень дешево даже просто за работу гида. Но сейчас мы будем завтракать и спускаться обратно вниз. Трудно поверить, что мы только 2 дня назад прибыли в Гватемалу. Это, пожалуй, была моя самая насыщенная первая встреча с новой страной. Но, само собой, наше знакомство с ней на этом не заканчивается. Мы распрощались с Ником и Гонсало, перепаковали наши вещи в Антигуа и отправились в путь. Под нами стелится участок просто идеально ровного асфальта. Все потому, что это не просто дорога, а участок знаменитого панамериканского шоссе. Это самая длинная в мире, почти непрерывная дорога, которая объединяет обе Америки от Аляски до юга Аргентины. Но стоит съехать с шоссе, и перемещение радикально замедляется. Сначала асфальтом более низкого сорта, затем грунтовкой, а в селе, если уж совсем не повезет, то перегораживающей всю дорогу похоронной процессией. Обгонять ее по встречке здесь не принято, да и не особо получится, поэтому мы смиренно плелись за ней добрых 15 минут. Наша следующая локация находится в 100 километрах от Антигуа. И тут хотелось бы еще немножко о ценах на перемещение по Гватемале. Значит, мы зашли в Uber для того, чтобы посмотреть, во сколько нам обойдется такая поездка. И он нам выдал что-то в районе $32. Мы сначала подумали, что это какая-то ошибка, но нет, мы сейчас реально едем по $16 с человека. 2-часовую поездку на Uber. Я не знаю, распространяется ли такая халява на всю Гватемалу, но пока что причинами арендовать машину даже не пахнет. Место, в котором мы движемся, самые наблюдательные могли заметить еще с кратера вулкана Акатенанга. Это Атитлан, самое глубокое озеро в Центральной Америке. Его окружают, конечно же, вулканы и несколько небольших городов. Самый удобный в плане добирания по дороге из них – это Панахачель. Он же по совместительству и самый большой. Здесь живет 10 тысяч атитланчан. Он тут главная транспортная развязка. Сюда из других регионов приезжает общественный транспорт сухопутный и разъезжается по другим городам и селам, соответственно, транспорт водный. И сейчас мы садимся на лодку, которую нам уже напарил местный. Вот он ведет нас для того, чтобы переплыть в город, в котором мы, собственно, и проведем ближайшие ночи. Вот эти небольшие катера – единственный способ перемещаться между городами. И это не какая-то туристическая замануха, а реальные плавучие маршрутки. В час пик к свободным местам придется продираться, как в старом добром Богдане. Как и положено маршруткам, они останавливаются у каждого пирса, подбирают и высаживают пассажиров. Поэтому за одну поездку лица вокруг постоянно меняются, но в целом их можно разделить на 2 категории. Местные жители в яркой цветастой одежде и американцы, которые приезжают сюда на длительные ретриты. Можно долго объяснять, зачем они приезжают именно сюда, а можно просто показать виды за бортом. Это озеро, по сути, гигантская кальдера глубиной в 400 метров, которая образовалась после извержения древнего вулкана более 80 тысяч лет назад. Атитлан считается одним из самых живописных озер в мире. Его еще называют латиноамериканским Комо. На Комо я не был, но тут действительно очень красиво. Огромные горы, поросшие тропическими джунглями и уходящие прямо под воду,
Зрелище поистине монументальное. На фоне их масштабов несуразные отели-высотки, которые воткнули возле Панахачеля, смотрятся ничтожно малыми. И, как по мне, вот совсем не вписываются в эти шикарные джунгли. Но мы тем временем подъезжаем к нашей станции. Ла Лагуна де ла Крус – один из самых красивых и труднодоступных городов на озере. Основная часть жилых домов прямо на горе, и к ним ведет одна единственная дорога. И со стороны это выглядит очень эпично, словно какая-то изолированная горная община. Подножье горы смотрится тоже не менее симпатично. Оно отведено, само собой, под причал для лодок и многочисленные виллы и бунгало, в которых почивают заезжие туристы. Возможных занятий тут всего ничего. Поесть в местных заведениях, позаниматься каким-нибудь водным видом спорта, либо скататься в другие города. Но об этом чуточку позже. А пока что к практической части вопроса. За $100 мы на 2 ночи забронировали такую вот тропическую мазанку с типичным гватемальским интерьером. В стоимость входят совершенно инстаграмные завтраки из локальных продуктов, включая мою новую любовь – жареные бананы. А на крыльце висит вот такой вот замечательный девайс для сиесты после дороги и созерцания вечерних пейзажей. За этим занятием мы провели остаток дня и легли спать пораньше, потому что завтра ждет очень насыщенный день. Утренний вид вулканов над озером Атитлан – это как минимум то, ради чего стоит сюда приезжать. Но, к сожалению, погода так и не открыла для нас все 3 вершины, и с ясным небом это должно выглядеть примерно вот так. И да, это еще один каноничный вид Гватемалы из нашего номера в Антигуа. Ждать, пока тучки самоустранятся ради фотки, к сожалению, времени не было, потому что нужно ехать смотреть, что ж тут еще есть на озере. Но исследовать озеро самостоятельно, еще и за один день, задача не из простых. Поэтому Боря нашел тут какого-то местного чувака, который за этот самый день нам все во всех подробностях и покажет. Наш гид Алекс – коренной майянец, прям в рифму, и один из немногих, кто тут сносно говорит по-английски. За $100 с двоих он проведет с нами целый день, показывая разные города, в которых живет коренное население этих земель. Первой остановкой на нашем пути – город Сан-Хуан-Ла-Лагуна. Его специализация – художники, скульпторы и прочие творческие личности. Например, одна из студий находится почти не сходя с причала. Они тут с местными детьми рисуют всякие чисто гватемальские сюжеты. Конечно же, вулканы, больших и маленьких котиков, случаи из практики бесплатной медицины и девочку с лицом Илона Маска. Пожалуйста, скажите, что я не один это вижу. В общем, все по-гватемальски ярко, забираем за пару $1 маленького котика с собой и движемся дальше в магазин локальной одежды. Она встречает буйством красок похлеще, чем в студии у художника. И если майянские мужчины почти не носят пестрых национальных накидок, из узнаваемых деталей у них только вот такие вот полусомбреро, то женщины носят яркие юбки почти повсеместно. Но, думаю, приобретают они их точно не в этом заведении. Боря хотел купить одно из национальных одеяний в качестве сувенира для дочки, но они тут что-то заломили $200 за штуку, и желание очень резко улетучилось. Значит, официальная версия таких цен — это не то, что они поймали волну богатых американских туристов, а то, что все эти ткани — это прям лютый-лютый хендмейд. И они прямо здесь это и демонстрируют. Вот берут местный хлопок, вручную раскатывают его в нитки, затем, стало быть, красят его всякими растительными эссенциями, и затем на рудиментарном ткацком станке долго и нудно плетут эти ткани. Но что-то мне подсказывает, а конкретно бирки на одежде мне подсказывают, что у них все-таки более эффективный метод производства. А во время серьезных переговоров о размере скидки ребята вдруг обнаружили, что Боря им смахивает на увеличенную версию Месси, и стали дико с этого ухахатываться. Но на наш аргумент, что, может быть, лучшему футболисту мира можно сделать скидку, что-то пошло не в нашу пользу. Messi give money to people, so His salary is 100 million. В общем, ребята крайне позитивные. И, кстати, пока они так стали, немного о разнице в росте. Исторически так сложилось, что индейцы майя самые невысокие из коренного населения Северной Америки. Средний рост мужчин в районе 155 сантиметров, а женщин до 150. Поэтому, когда мы, две дылды по 192 сантиметра сюда заявились, то, мягко говоря, выбивались из толпы. И я не могу ручаться за точность перевода, но обсуждения на местном диалекте звучали примерно так. Ты глянь, какой здоровяк. Сколько тебе росту? А пацаны, сколько в нем? Здоровенный, да.
И особенно эта разница была критична, когда мы пришли на местную главную площадь, она же спортивный центр, посмотреть трансляцию футбольного матча. Мы реально на полметра нависали над всеми остальными, и если бы не было пространства, чтобы сделать шаг назад или в сторону, то кому-то смотреть игру было бы дискомфортно. И на всякий случай, они смотрят матч всем селом не потому, что до них не добралось телевидение, а потому, что во всем городе внезапно пропал свет, а единственный генератор был только тут. В общем, Сан-Хуан довольно позитивный и колоритный городок. Было приятно прогуляться здесь пару часов, посмотреть на разрисованные стены, на местных жителей, но пора двигать дальше. На национальном местном транспорте переезжаем в соседнюю деревню. Okay. На тук-туках тут обычно перемещаются по городу, либо вот в таких исключительных случаях между городами, которые находятся на одном берегу. Но, к сожалению, конечно, не так красиво, как на лодке. Всего 15 минут в пути. И мы переехали в город Сан-Педро-Ла-Лагуна. Вообще смысла добавлять Ла-Лагуна нет, это буквально значит на озере. Здесь все города Ла-Лагуна. Если Сан-Хуан был городом ремесленников, художников, то это город тусовщиков. Сан-Педро ощутимо больше Сан-Хуана и действительно славится своей ночной жизнью. Сюда приезжает много иностранных бэкпекеров, спрос порождает предложение, и тут вдоль берега открыто огромное количество баров, ресторанов и небольших отелей. Но ехать сюда в светлое время и рассчитывать что-то увидеть тщетно. Все, видимо, отсыпаются после очередной вечеринки, на улицах пусто и даже заведения многие закрыты. Мы в итоге нашли себе небольшую забегаловку, где едят местные, быстро и очень недорого отобедали, с надеждой, что это не уничтожит наш желудок, и двинули в последний на сегодня город. Переезд из Сан-Педро в город Сантьяго длится более получаса и проходит очень размеренно. Настолько размеренно, что водитель даже дал нам немного порулить. Конечно же, под своим чутким руководством. Все-таки на борту были другие пассажиры. Сантьяго сходу производит более мрачное впечатление, чем другие поселения Титлана. Этот город гораздо беднее и гораздо менее туристический. А еще тут очень мощная община майянцев. Where is the biggest concentration of Maya? Over here. Here. Yes. Not in Mexico, not in... No. In this city. In this city. That's where everybody, like the lawyer, Mayan lawyer, come up, stand up. So make rules. So it's over here. So that's the reason in this area, Lake Atitlan, we call it La Cuenca del Lago Atitlan, has two city hall. So one a Mayan city hall and another one it's a government city hall. So if the government comes to do something on the village, if the Mayan one they say yes, it's yes. If they say no, it's no. So don't break the rules of the Mayans. So that's why we call it the Mayan land. Городок встретил нас Infinity, запаркованным прямо на причале, и архитектурой в стиле, даже не знаю, майянский барокко. Но буквально сойдя с главной улицы, все становится намного беднее и мрачнее. Окружающие локации походят либо на один сплошной рынок, либо на какие-то совсем уж не гламурные трущобы. И даже тот единственный чикен-бас, который мы тут встретили, был довольно темных и приглушенных цветов. А одним из немногих мест, где было чисто, светло и просторно, стала церковь. Настолько много желающих попасть на службу, что люди просто сидят тут рядами вокруг церкви для того, чтобы не пропустить. Либо просто коронавирус, и все не могут сидеть внутри по правилам. Конечно, процесс колонизации этих земель прошел не бесследно, и большинство населения этих майянских городов обращены в христианство, а конкретно в католицизм. И в каждом городке Титлана есть большие, чистые и светлые церкви, которые иногда, как вы понимаете, совсем не вяжутся с тем, что происходит снаружи. Но все же небольшой процент населения верит в своего специфического майянского идола, посмотреть на которого мы приехали в Сантьяго. Для того, чтобы к нему попасть, мы проследовали за Алексом в совсем уж мрачные подворотни, в которых я, честно скажу, спрятал камеру на всякий случай, и единственное видео, которое осталось, это вот эти вот Бориные сторинзы, которые он совсем уж беспалевно снимал с телефона. В одном из жилых домов Сантьяго выделена отдельная комната для идола Максимона и его сопровождающих. И это один из самых необычных идолов, о котором мне доводилось знать. Это собирательный образ восставшего против испанских колонизаторов майянца, который долгое время от них скрывался, но в итоге был казнен и увековечен в виде деревянного истукана.
Его вид отличается от города к городу, где-то он в очках, где-то в бандане, и в Сантьяго, в месте его происхождения, на него надето множество галстуков, шляп и шарфов. Главная особенность Максимона в том, что он идол довольно полярный и вседозволяющий, одновременно и покровитель семей, и ловелас, одновременно судья и жулик, и не прочь выпить и выкурить сигарету, что, в общем-то, является частью ритуала с его участием. О нем есть отдельная документалка на испанском, в которой рассказывается, что он, в общем-то, не противопоставляется христианской вере, но католические священники от него, мягко говоря, не в восторге. По традиции Максимона каждый год переносят в новый дом, в котором хозяева выделяют комнату ему и его сопровождающим. Туристов спокойно к нему пускают, но за съемку видео хотят денег, и мне оказалось проще найти эти видео на стоке. У меня почему-то от похода к Максимону в гости осталось легкое тревожное послевкусие, как и от Сантьяго в целом. Реально, по сравнению с предыдущими городами, в которых мы были, это место довольно мрачниковое. И для того, чтобы увидеть весь этот контраст озера Атитлан, все-таки, наверное, стоило сюда заехать. Наш тур по городам Атитлана вышел довольно сумбурным, да и Алекс взвинтил такой темп, что только успевай хоть что-то снимать. Но зато мы всего за один день лично смогли погрузиться в весь этот колорит и еще и успели на последнюю лодку, которая идет до нашей станции. Да, Гватемала провожает вот такой вот не самой ясной погодой, немножечко дождливо, но жаловаться абсолютно точно не имею права, потому что, когда мы сюда летели, по прогнозу все дни должен был быть ливень, что на Фуэго, что в Антигуа, что здесь на Атитлане, поэтому нам очень крупно повезло, что дождь пошел только вот в последний вечер. В целом от Гватемалы у меня только позитивные впечатления. Да, страна не самая благополучная, у нас был один небольшой эксцесс с местными, когда мы вернулись с Фуэго, я перепаковал вещи в свой рюкзак и оставил рюкзак, который я одалживал у гидов на ресепшене, но там почему-то подумали, что я их таким образом попросил этот рюкзак выкинуть. И когда обнаружилось, что рюкзака на ресепшене нет, нам ребята-гиды начали писать какие-то угрозы, типа не знают, где мы, они нас могут найти. Но вроде как вопрос решился мирно, но, как говорится, осадочек остался. Но да, это и не важно. Здесь просто невероятная природа. Вот честно, тех впечатлений, которые я получил за 4 дня, хватило бы для того, чтобы размазать их на пару недель вперед. И Боря уже думает о том, чтобы возить сюда группы наших туристов. Ну а я лично, если у меня будет такая возможность, обязательно еще раз заглянул бы в эту страну, заехал бы в Тикаль. Это такой местный храмовый комплекс майя, который не менее красивый, чем Чичен-Итса в Мексике, но при этом гораздо менее раскрученный и в гораздо более диких джунглях. Заехал бы на побережье Тихого океана, заехал бы на побережье Карибского моря. Кстати, очень удивительно, что у страны, у которой есть доступ и к морю, и к океану, самым лучшим курортом считается вот это вот озеро. Это по словам нашего гида. Да и в целом осознавать, что ты находишься просто на другом конце земного шара от своего дома, где все по-другому, природа, люди, культура, это просто невероятное чувство. И я надеюсь, что я хотя бы часть этой самой разницы смог через это видео вам передать. Ну и как всегда, спасибо, ребят, что посмотрели это видео. И увидимся в следующем. Ну и как всегда, не могу не напомнить, что ваша лучшая поддержка каналу — это подписки с колокольчиками и ваши комментарии, для того, чтобы видео показалось как можно большему количеству YouTube зрителей. Вот. Ну все, пока.